Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я подготовила для вас видео-мотивацию на уборку. Я буду наводить чистоту и порядок, делать генеральную уборку вот в такой симпатичной ванной комнате и в туалете. Это квартира моих родителей. Здесь был сделан капитальный ремонт полгода назад. И также в этом видео я хочу поделиться с вами какими-то моментами ремонта, что и где мы приобретали. Так что, если вы любите такого плана видео, приглашаю вас присоединиться и давайте поскорее начинать. Как обычно, в начале видео показываю вам картину до уборки. Вот так сейчас выглядит смеситель в известковом налете. Мне кажется, что сейчас известковый налет — это проблема практически у всех, потому что вода очень жесткая, кафельная плитка также в известковом налете, в каких-то потеках от мыла, от зубной пасты. Все это сегодня вместе с вами будем очищать. Покажу вам свое самое любимое средство против известкового налета. Также показываю вам здесь картину в самой ванне. Здесь тоже нужно ее хорошенько почистить, потому что здесь следы есть еще от травы. У меня мама часто ополаскивает волосы какими-то травами, поэтому все это нужно хорошенько почистить. Также буду протирать стиральную машину. Она хоть и новая, но все равно нужно ее помыть со всех сторон. Конечно же, нужно помыть также керамогранитную плитку на полу. Я сегодня не буду здесь тщательно чистить швы, потому что они еще нормально выглядят. Все-таки немного времени прошло с ремонта. И также протру тумбу под раковиной, потому что здесь есть такие углубления, в которых скапливается грязь. Ну что, приступаю к уборке. Я начинаю с того, что освобождаю рабочую поверхность, освобождаю раковину, и сейчас буду забрызгивать смесители своим любимым средством против известкового налета Sealed Bank. Это средство не экологичное для тех, кто предпочитает экологичные способы уборки, но вы знаете, я пробовала чистить содой, еще какими-то экологичными средствами. К сожалению, ничто так хорошо не работает, как Sealed Bank. Sealed Bank образует такую пену, нужно все хорошенько набрызгать и желательно подождать хотя бы 5 минут, чтобы эта пена поработала. И после этого все будет прекрасно очищаться. Я набрызгала его на все металлические поверхности, на оба смесителя, на вот эти крышки, которые закрывают стоки, и также на ручки в ванне. Потом я вам покажу, что я им также чистила и саму ванну. Как оказалось, что поверхность ванны он тоже прекрасно очищает. Сразу перехожу в туалет, заливаю в унитаз средство от Санфор, чтобы оно поработало, пока я чищу раковину и ванну. И, кстати, вот в такой навесной конструкции унитаза очень удобно, что здесь ободок не по всему периметру, а только там, где слив, то есть здесь не скапливается известковый налет так сильно, как в обычном унитазе. Смесители, раковину, ванну я чищу вот такой щеточкой. Я ее покупала достаточно давно в Икеа. Поскольку Икеа сейчас закрыта, я думаю, что можно подобрать похожие аналоги на Валберес, на Озон или посмотреть в магазинах хозяйственных вашего города. Мне очень нравится, что она подбирается практически во все труднодоступные места. Если где-то совсем мелко, то можно воспользоваться старой зубной щеткой. Ребят, сразу хочу сказать несколько слов. Если вдруг в комментариях будут такие вопросы, типа, почему вы убираете в квартире родителей, неужели они сами не могут это сделать, неужели мама сама не может все убрать, скажу, что это полностью моя инициатива. Мне нравится делать здесь уборку, я вообще люблю процесс уборки, а в новой отремонтированной квартире мне это делать вдвойне приятно. Кроме того, мы совмещаем приятное с полезным. Я приезжаю сюда со своим младшим сыном, ему сейчас почти 1,5 года, родители занимаются с малышом, для нас это смена обстановки. И никогда такого нет, чтобы мама мне звонила, говорила: Лера, приедь, убери мне. Нет, она всегда сама здесь делает уборку, но в силу кое-каких проблем со здоровьем она не всегда может во все щелочки подлезть, очень сильно тереть. А мне наоборот в удовольствие сделать им приятно и облегчить им процесс уборки. Так что у нас как-то так. Я здесь продолжаю намывать раковину и заодно протираю плитку над раковиной. У нас, кстати, ничем не промазан шов между раковиной и плиткой. Я думаю, что зря мы ничем его не промазали, потому что туда попадает вода, поэтому надо будет в ближайшее время промазать его герметиком. И показываю вам здесь вблизи кран, какой он стал чистый, но все равно там остался кое-где мельчайший известковый налет в самых таких труднодоступных местах. Я решила еще раз набрызгать его Sealed Bank. Вот такая я неугомонная, но мне просто не дает покоя вот этот известковый налет. Но я думаю, что если я еще раз приеду здесь и уберусь, то будет совсем
все чисто. Самое главное потом ванну, смесители поддерживать в таком чистом состоянии. Протерла зеркальный шкафчик от пыли, также протираю штангу для шторки. Кстати, у нас орнамент на шторке перекликается с орнаментом на плитке на стене. Хотя, вы знаете, я думаю, что сюда даже подошла бы обычная классическая белая шторка и смотрелась бы замечательно. Зеркало я протираю вот такой тряпочкой от Faberlic. Я ее привезла с собой из дома. Мне очень нравится, как она справляется с зеркальными поверхностями, прекрасно очищает все брызги. Я ее немного мочу с одного конца, то есть не полностью намачиваю. Она такая полусухая. И вытираю сначала вот этим мокрым концом и потом уже насухо. И пока я здесь снова вернулась к раковине, я смотрю на себя со стороны, мне кажется, что я просто получаю удовольствие намывать эту красивую раковину. И хочу вам рассказать немного, что и где мы вообще купили, хотя бы какие-то основные моменты. Итак, раковина, смеситель и тумба под раковину — это все один комплект. Мы его покупали в IKEA. Мне очень-очень нравится эта тумба, мне безумно нравится смеситель. Я сначала как-то подзабыла, что это все шло одним комплектом, и мужу говорю, давай в нашу новую квартиру тоже купим такой смеситель. Но потом стала вспоминать, что это все шло вместе, и поскольку сейчас IKEA закрыта, мы либо ждем ее открытия, либо ищем какой-то альтернативный вариант. На всякий случай расскажу, что тумба называется Годморгон, а Денсвик, я все-таки это выговорила. Стоит она на сегодняшний момент 22 тысячи рублей. Я на всякий случай буду вставлять картинки с ценами и с названием. Ширина у такой тумбы 83 сантиметра, глубина 49 сантиметров и высота 64 сантиметра. Кстати, эта тумба представлена там в разных цветах. Там есть и белый, и серый, и коричневый потемнее, чем у нас. Но вот мы выбрали такой вариант. И там, кстати, цена немного варьируется в зависимости от цвета. И внутри такой тумбы сразу идут разделители, то есть даже не обязательно будет покупать какие-то контейнеры для организации, ну, может быть, по минимуму купить, потому что все-таки там есть разделители, и это очень удобно. Я сегодня не буду вам показывать хранение в ванной комнате, все-таки там лежит все так, как удобно родителям, но мне кажется, в этом видео, наверное, это лишнее, но, может быть, в одном из видео я тоже там что-то организую. Я здесь уже перешла к чистке ванны, хорошенько решила ее сегодня почистить, и также достала вот этот слив-перелив, чтобы все внутри хорошенько почистить, потому что там часто скапливается плесень, также известковый налет. Все металлические элементы натираю с помощью того же Силит Бенка, чищу тщательно ручки. В общем, я сегодня ванну так основательно почистила. Я не успокоилась, пока все не очистила. И вы знаете, в конце уборки, я вам чуть позже покажу, меня, конечно, результат очень порадовал, потому что ванна блестела. И пару слов хочу сказать вообще о самой ванне. У нее длина 1,70 м. Эта ванна металлическая, это не акрил. У нас как-то так повелось, что мы очень любим металлические ванны, вот что мы с мужем, что родители. Акриловые как-то, не знаю, не очень. Мне кажется, что они какие-то живодрегущие, что ли. Но тут, конечно, на вкус и цвет каждому нравится свое. Очень нравится, что здесь есть ручки. Это удобно, мне кажется, и пожилым людям, и также очень удобно, когда есть маленькие дети. Например, я когда малыша мою, я всегда говорю ему: держись за ручки, и он стоит и держится. Это очень удобно. И еще в этой ванне есть противоскользящее покрытие. И расскажу вам еще про зеркальный шкафчик с подсветкой. Он называется Storyorm. Также покупали его в IKEA. А на сегодняшний день на сайте там указана цена 15 тысяч рублей. Но он реально классный. Мне очень нравится, что там много полочек. И также мне нравится, что он не глубокий, но в то же время он идеален для хранения какой-то уходовой косметики, каких-то средств гигиены. Я оба смесителя и ручки на ванной после того, как потерла их щеточкой, ополоснула, прошлась также своей салфеточкой от Faberlic для зеркальных поверхностей. Это был такой финальный штрих для придания блеска. Пока я протираю стиральную машинку, хотела еще пару слов вам сказать о самой уборке. Она у меня заняла не больше часа, и я ее делала в обед. У меня Рома в это время спал,
высыхало. И мне кажется, если бы я не переставляла камеру, то я бы еще меньше времени потратила, поэтому мне кажется, минут за 40 вот такую капитальную, тщательную, глубокую уборку можно сделать и в ванной комнате, и в туалете. Пока я здесь протираю стиральную машинку, еще вспомнила по поводу вот этого обода резинового в стиралке, где очень часто скапливается плесень, появляется какая-то чернота. И вот мне кажется, что здесь самое главное на постоянной основе приучить себя после каждой стирки этот обод протирать. Прям отодвигать эту резинку и протирать там внутри. Тогда никакой черноты, никакой плесени не появится. Теперь я перехожу в туалет. Здесь уже Санфор поработала. Сейчас тру все ёршиком. И знаете, вот я вам уже сказала по поводу того, что в такой инсталляции очень удобно, что не забивается ничего под вот этот ободок изнутри. И кроме того, очень удобно, что нет никаких швов на полу вместе стыковки унитаза с плиткой. И очень удобно под унитазом можно все промыть, потому что я знаю, что многие ленятся, да, как-то все время лень туда глубоко залезать. И, как правило, за унитазом скапливается грязь, пыль. А вот здесь очень удобно все промыть. Унитаз я всегда протираю обычными бумажными либо полотенцами, либо просто беру туалетную бумагу, слегка намачиваю и все это протираю. Кстати, я здесь не использовала перчатки, но потому что я брала чистую туалетную бумагу, у меня практически контакта с унитазом никакого не было. Но если бы я мыла либо губкой, либо тряпкой, то, конечно же, я бы это делала в перчатках. И завершающий штрих — это мытье полов. Я здесь мою полы вручную. Извиняюсь, если это не эстетично выглядит, но я предпочитаю в таких вот маленьких помещениях, где много углов, каких-то закоулков, я предпочитаю здесь мыть вручную. Но на большей площади в комнатах я могу помыть шваброй. В принципе, помыть руками для меня тоже не сложно. Также я быстро протерла тряпочкой, смоченной обычной простой водой, стены в туалете, потому что все равно какие-то здесь брызги. И у нас здесь даже в кое-каких местах осталась затирка после ремонта, как-то вот, видимо, тщательной уборки не было. И я быстренько все это убрала, чтобы было чисто. А здесь я вам показываю, как выглядят салфетки. Вот как раз я сегодня которыми все мыла, натирала смесители. Они вот так вот в рулоне приходят. Сама я бы навряд ли такие салфетки купила, потому что, мне кажется, это тоже пластик, но мне прислали их на обзор, я вот родителям их подарила и теперь ими пользуемся. Стелю коврик, кстати, родители его недавно стирали, и он почему-то очень долго у нас сохнет. Они говорят, что он целую неделю у них висел на лоджии, сох, но вот наконец-то высох, и мы его стелим. Ну что, показываю вам результат своей уборки. Он меня в этот раз очень порадовал. Я рада, что я не поленилась, не пожалела времени, сил и все основательно потерла. Потому что у меня бывают такие моменты, что я думаю, ай, ладно, времени нет, и так сойдет. Но сегодня нет, я выложилась на 100%. И кроме того, папа мне давно говорил, что что-то у них ванна стала сереть, желтеть. И вот сейчас я как раз ее хорошенько почистила. Кроме того, мне очень нравится, что в ванной комнате у родителей присутствует минимализм. Они стараются не захламлять, не заставлять поверхности. Кроме того, есть зеркальный шкафчик, и можно все свои уходовые средства хранить в этом зеркальном шкафчике. Кстати, еще на стадии дизайн-проекта мы думали, что сделаем в углу здесь две стеклянные полочки, ну, как это принято в основном у всех в ванных комнатах, но потом мы с братом подумали, посмотрели и решили, что эти стеклянные полочки здесь не нужны. И еще хотела сказать пару слов про плитку. Мне очень нравится эта плитка в греческом стиле. У нас точно такая же плитка была в прежней квартире, которую мы продали, и потом уже, поскольку мне эта плитка очень нравится, я предложила сделать у родителей также, и им этот вариант тоже очень понравился. Здесь такой греческий орнамент, вот эти завитушки, и эту плитку мы заказывали в Leroy Merlin. И плитка стеновая, и керамогранит на полу, и декор. То есть вот эти плитки с рисунком посередине, это все из коллекции Шампань. Я посмотрела на сайте также бордюр, и вроде бы бордюр из коллекции Дора. Полотенцесушитель здесь у родителей электрический, это очень удобно. Мне очень нравится этот полотенцесушитель, он такой аккуратный, не громоздкий. Здесь 6 горизонтальных секций, в принципе, это вполне достаточно. И мы такой же хотим заказать в нашу квартиру. Заказывали мы его на Озон. Я все ссылочки на всякий случай оставлю внизу в описании под видео, может быть, кому-то пригодится. Кстати, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой интерьер, как
вам вообще такой стиль в квартире, как вам минимализм, или вы предпочитаете что-то другое, потому что, знаете, в последнее время я стала встречать много таких высказываний, комментариев, и даже не только у себя на канале, что вот этот скандинавский стиль уже надоел, что он у каждого второго блогера, что уже придумайте что-то другое, что-то новое. Вот лично мне ни капельки не надоел, я наоборот любуюсь, кайфую, и себе в нашу новую квартиру я хочу тоже что-то подобное. Лично для меня это классика на все времена. Друзья, на этом буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам интересно было смотреть это видео, я смогла вас замотивировать. Если это так, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Ну а мы совсем скоро с вами увидимся в новом видео. Всем пока!